Скорпионы, приветствую вас на моем канале. Это ваш астрологический прогноз на июль 2026 года. Помним, что до 23 июля у нас с вами ретро-меркурий. У меня есть отдельное видео для всех знаков, подробно рассказала, что будет происходить, чего не делать категорически, а что можно по ретро-меркурию делать и доделывать. Для вас это 9-й дом, сектор виз, иммиграции, образования, дальних земель, международных поездок, юридических вопросах. И в этот период возвращаются старые дела, вам могут написать старые знакомые, друзья какие-то, может родственники, которые живут далеко, могут напомнить о себе незакрытые судебные споры, может придет запрос из консульства, всплывет какой-то документ важный, который вы потеряли, вы можете его найти по ретро-меркурию. А с 30 июня Юпитер, планета счастья, богатства, роста, расширения, перешел в ваш 10-й дом карьеры, статуса, репутации и будет тут целый год. Запускает новый годовой цикл роста в профессиональной сфере. У кого-то из вас может быть смена профессии, карьеры. Ваше положение в обществе и отношения с начальством, с госструктурами получат мощную поддержку. Юпитер только-только начинает разгоняться, и в июле этот процесс уже включится. Переходите, смотрите, у меня есть отдельное видео, что принесет вам Юпитер в 10-м доме целый год. В июле у нас с вами происходит два редчайших аспекта. Первый — это соединение Марса и Урана, которого не было последние 70 лет. Второй аспект удачи между двумя мощными планетами Ураном и Плутоном. Такого аспекта при нашей с вами жизни не было. Его не было последние столетия. Классно, что он гармоничный, а не разрушительный. И повторится он еще в ноябре, финально закрепится летом 2027 года. То есть сейчас у нас с вами коридор, такой большой коридор возможностей, мощный поддерживающий фон для глубоких перемен. Позже я расскажу, в каких сферах вас ждут перемены удачные. И самый главный день этого года — бриллиантовая дата, которая будет исполнять ваши желания целый год, если вы ее не упустите. Будет соединение Солнца с Юпитером в знаке Льва в вашем 10-м доме гороскопа. Это точка, когда вы можете прописать свои желания, и они в течение года будут сбываться. Даже не сомневайтесь в этом. И будут они сбываться даже лучше, чем вы этого ожидали. Досмотрите видео до конца, я вам расскажу, какая дата и что вам нужно делать. А пока вы можете приобрести мой гайд по карте желаний. Это инструкция авторская, которую я выводила последние 5 лет. Проверяла на себе, корректировала, оттачивала. Там я вам прописала, в каких секторах вы должны прописывать свои желания. Материальные, желания по здоровью, по путешествиям. То есть у каждого есть своя сфера. Каким цветом, какими словами, какие дни. Я абсолютно все вам прописала, и самое главное, что я оставила для вас крючок, как запустить карту желаний сразу же в течение 2 недель, чтобы она не лежала и не пылилась. Доступ к гайду я в любой момент могу закрыть, и я это в будущем буду делать, поэтому переходите, покупайте. Цена 2 чашек кофе, но у вас остается доступ с картой желаний навсегда. Конечно же, по традиции, чтобы гороскоп проигрался в плюс, месяц принес вам только гармоничные, прекрасные возможности и события, пишите в комментариях во благо мне и моей семье. Принимаю изобилие и благодарю. Вы больше не увидите мой канал в рекомендациях, если вы на меня не подписаны. Сейчас новые обновления в YouTube, поэтому подписывайтесь, чтобы не потерять меня и слушать точные прогнозы на каждый месяц. А те, кто впервые на моем канале, вы можете мне написать на электронную почту или телеграм-канал для личных консультаций, натальная карта, соляр прогноз на год, или если вы хотите разобрать только одну сферу, пишите мне. Ссылки я оставлю в закрепленном комментарии, цены я буду менять. В ближайшем будущем буду брать несколько новых клиентов, потому что у меня уже есть свои постоянные клиенты. Пишите, пока есть такая возможность. 4 июля происходит соединение Марса с Ураном в Близнецах в вашем 8-м доме гороскопа. Точка кипения такого соединения в секторе чужих финансов, долгов, кредитов, трансформации не было около 70 лет. Марс — это действие, огонь, импульс, тем более, что это один из ваших управителей, Скорпионы. Уран отвечает за внезапность, обновление, за электричество, резкие перемены. Знак Близнецы добавляет сюда информацию, документы, звонки, переговоры, связи. 8-й дом отвечает за кредиты, ипотеки, налоги, наследство, общий бюджет, страховки, алименты, возврат долгов. Еще 8-й дом у нас кризисный такой дом, психологических кризисов и всего, что связано с чужими деньгами. В теме 8-го дома может сработать какой-то резкий, неожиданный импульс, который потребует от вас немедленного действия, и может он прийти через новый звонок или уведомление.
События этого дня могут быть неожиданными. Если вы что-то планируете на этот день, будьте готовы к смене планов. Но энергия классная. Если у вас что-то зависало в последние месяцы, то именно в районе 4 июля это может решиться в один момент. Если вы ждали одобрения по кредиту, ипотеке, вам может прийти ответ, причем очень быстро и неожиданно одобрение или отказ, который заставит вас искать другой путь, потому что Уран — планета неожиданности, непонятно вообще, в какую сторону может выстрелить этот аспект. Если вы судились за наследство, страховые выплаты какие-то вам должны были, может прийти звонок от юриста, уведомление о решении. Старый долг, о котором вы забыли, может внезапно вернуться, вам напомнят о нем, или придет какой-то штраф, о котором вы не знали. Вам могут вернуть деньги неожиданно. Там, к примеру, последние несколько лет вам не возвращали долг, и в этот день вот вам могут позвонить и вернуть его. Налоговая может прислать перерасчет, алименты неожиданно могут поступить, или будет изменение в сумме. Если вы сами должны, то кредитор может внезапно объявиться, потребовать срочного погашения. Но одновременно Марс делает гармоничный аспект к Плутону, поэтому еще это связывает финансовый прорыв или кризис с темой недвижимости семьи и родителей. Через какой-то хаос в финансах может решиться жилищный вопрос. Вы получите кредит под залог дома или наоборот закроете старую ипотеку. Может быть всплывет наследство на недвижимость. Родители могут неожиданно помочь деньгами или наоборот потребовать финансовой поддержки. В любом случае 4-й дом — это ваша база, и то, что происходит в финансах, напрямую связано с домом и семьей. Может быть, вы продаете недвижимость, тут может быть сделка купли-продажи. Марс и Уран в 8-м доме — это повышенный риск импульсивных решений. Вот именно 4 июля будьте осторожны, особенно то, что касается чужих денег. В этот день лучше не брать кредитов, не подписывать долговые рассрочки, какие-то расписки, не давать в долг крупные суммы. В заполнении финансовых документов очень легко ошибиться из-за спешки, поэтому будьте осторожны. Техника тоже будет барахлить, может зависнуть банковское приложение, потеряться платеж, не придет транзакция. Следите обязательно за электричеством, зарядками, роутерами. Общение с банками может быть, с налоговой. Тут осторожно, чтобы не было конфликтности. И когда вы выходите из дома, проверяйте обязательно электрические приборы, все ли вы отключили. Будьте осторожны за рулем, потому что в этот день возрастает риск каких-то аварийных ситуаций. Но это классная энергия, которая может вырвать вас из застоя. Вы можете закрыть старый долг, который висел годами, разрубить какой-то финансовый узел, который вы боялись трогать. Или если вы зависели от денег мужа, жены, в этот день, не знаю, можете выйти на новую работу или появится какая-то финансовая независимость. Можете отказаться от обязательств, которые вас душили. Кстати, 8-й дом — это еще зависимости. Может быть, вы резко откажетесь от какой-то зависимости, тоже очень хороший для этого день. Через этот аспект могут прийти деньги, которых вы не ждали. Выигрыш какой-то, забытый бонус, не знаю, выплата. Может быть, финансы у вашего партнера резко возрастут, и это поменяет ваш общий бюджет. Плутон в 4-м доме добавляет глубину. Если вы примете решение по деньгам или долгам в этот день, оно может фундаментально изменить вашу семейную ситуацию и даже место жительства. Аспект действует остро сутки до после, но запущенный процесс будет разворачиваться неделями или даже месяцами. День, когда нужно действовать быстро, но аккуратно. 5 июля Марс будет делать благоприятный аспект к Плутону, аспект удачи. Энергия мощной пробивной силы, когда вы можете добиться своего или того, что вы не могли сделать последние месяцы. Если 4 числа что-то требовало от вас мгновенной реакции, то вот 5 вы уже получаете какой-то инструмент, чтобы направить эту энергию в конкретное русло, получить какой-то долгоиграющий результат. Марс в 8-м доме — это действие через чужие финансы. Плутон в 4-м доме — это власть над недвижимостью, семейными ресурсами и вашим базовым чувством безопасности. Аспект удачи между ними дает зеленый свет. Финансовые вопросы решаются через недвижимость или наоборот, жилищный вопрос решается через финансы. Может, кто-то приобретает недвижимость, кто-то ее продает, но тут будут какие-то продвижения в этой теме. Можете получить одобрение по недвижимости, залог внести, придет какая-то налоговая выплата, возврат, который вы давно ждали, к примеру, на дом. Может всплыть какой-то наследственный вопрос алиментов, если у вас был там суд с бывшим мужем, женой, тут может быть разделение имущества.
и вы закроете этот вопрос. Если у вас какое-то собственное дело, собственный бизнес, вы можете взять кредит на расширение или найти инвестора. Плутон – ваша планета-управитель, и Марс – ваша планета-управитель, и между ними гармоничный аспект, и для вас это особенно мощно. Не просто удача, а личная сила, которая сейчас может трансформироваться в финансовую и жилищную ситуацию очень надолго и в вашу пользу. Ну, конечно же, еще и чувствуется аспект соединения Марса с Ураном, поэтому могут быть сбои в работе с банковскими приложениями, с ноутбуком, телефоном, может навигация подвести или машина сломаться. Будьте осторожны, проверяйте платежи, которые вы проводите дважды. Но в отличие от 4 числа, тут уже хаос не нарастает, а утихает и превращается в управляемый ресурс. И если 4 числа вы получили какую-то новость неожиданную, которая вас огорошила, то 5 вы уже можете сесть спокойно, разобрать эту ситуацию и найти решение. Помните, что ретро-Меркурий еще длится до 23 июля, и не спешите подписывать документы, которые пришли в этот день. Проверяйте каждую строчку, особенно если договор касается недвижимости или крупных сумм. Могут всплыть старые условия или потребуется переделка какая-то, пересмотр. Аспект действует несколько дней до-после, но запущенный процесс тоже будет разворачиваться долго. 6 июля напряженный аспект Солнца будет в квадрате к Сатурну. Вы можете столкнуться с давлением со стороны начальника, который не подписывает отпуск или отказывает вам подписать какие-то выходные дни для поездки или больничные отказывается подписать. Могут всплыть срочные рабочие задачи именно в тот момент, когда вы готовились к поездке какой-то. Или вы подали на визу, гражданство, то в этот день может прийти запрос с требованием донести дополнительные справки, связанные с работой, здоровьем, подтвердить доход. В судебных процессах может быть задержка из-за бюрократической ошибки или необходимости переделывать документы. 6-й дом отвечает за здоровье, может резко обостриться хроническая проблема, и это может спутать все ваши планы на поездку или на обучение. Вы, к примеру, запланировали важную поездку, а начальник ставит жесткие дедлайны, говорит, что нужно доделать какую-то работу, кто-то уволился, вешают на вас чужие обязанности. Или вы ждали звонка от консульства, а вместо этого вам звонит бухгалтер, требует отчета. То есть могут быть какие-то непредвиденные ситуации тут, что-то, что помешает вашим планам. Не избегайте давления, а используйте его. Сатурн в квадрате экзаменатор. Если вы принимаете вызов, сконцентрируйтесь спокойно, шаг за шагом, закройте какие-то рабочие, бюрократические вопросы, сможете себе расчистить путь для дальнейшего движения вперед. День, когда через повышенную ответственность, через четкое соблюдение правил можно закрыть давний вопрос. 9 июля Венера переходит в знак Девы, в ваш 11-й дом гороскопа, и останется тут до 6 августа. Туда, куда переходит Венера, приходит гармония, она улучшает эту сферу. 11-й дом – это сектор друзей, единомышленников, клиентов, подписчиков, коллективов, планов и целей на будущее. Венера приносит сюда гармонию, поддержку и улучшение. Но в Деве она очень практичная, она любит заботу, порядок и реальную помощь. Вас могут пригласить на мероприятие, праздник, встречу. Друг или подруга, коллега даст полезный совет, контакт, который поможет вам в работе или в личных делах. Коллега может замолвить за вас слово перед руководством. Если вы ведете блог и работаете с клиентами, аудитория начнет расти, придут более платежеспособные заказчики. Ваши цели и планы получат поддержку от окружения, от аудитории. Этот период может принести вам знакомство через друзей, коллективы. Может быть, новый коллега появится на работе. Может быть, вы встретите человека в общей компании на дне рождения, в рабочем чате, и вам через этого человека придет какое-то предложение. Да? Если вы замужем, женаты, могут быть приятные новости или неожиданная помощь от вашего партнера. Если дом, то еще подруги, может быть, подруга вам что-то оплатит, предложит помощь с детьми, подскажет, где что дешевле купить или нужную вещь какую-то. Коллега может помочь с отчетом или предупредить о проверке. Если на себя работаете, то ваш клиент даст рекомендацию, которая приведет новых клиентов. Дева – знак заботы о теле, о порядке. В этот период вы можете заняться своим здоровьем, записаться на массаж, к косметологу, в спортзал пойти. Причем часто по рекомендации от знакомых.
Покупки в этот период будут очень практичные. Гаджеты какие-то для работы, удобная обувь, абонементы, курсы какие-то для повышения квалификации. То есть тут Венера не просто так тратит, а тратит с пользой на что-то. Может быть период, когда вы чаще будете ездить на какие-то ивенты, какие-то презентации, в места, где большое скопление людей. Поддержка придет именно через людей, которые вас окружают. Не отказывайтесь от приглашений, общайтесь, рассказывайте о своих планах. 13-14 июля происходит несколько астрологических событий. Меркурий соединяется с Солнцем в знаке Рака в вашем 9 доме гороскопа. И новолуние происходит в этом же доме. Ретро-Меркурий может принести вам какую-то новость, высветит то, что было скрыто, запутано, отложено. То есть высветит как обстоят ваши дела. Может всплыть старый судебный запрос, письмо от консульства, забытый документ. Вам могут позвонить, не знаю, с какой-то новостью, которую вы ждали месяцами. Может найтись потерянный диплом, аттестат, сертификат. Может всплыть ошибка в переводе бумаг, которую нужно срочно исправлять. Меркурий ретро, поэтому информация будет требовать проверки. Не верьте сразу на слово, проверяйте даты, факты, суммы, пункты, все. Но Меркурий, соединяясь с Солнцем, высветит ситуацию по 9 дому гороскопа. Может быть, это дальние земли, люди из других стран, что-то вас, если с ними связывает, или ждали новостей из другой страны, или когда вам выехать, когда вам поехать, когда вам билет купить. Вот тут может быть новость 13 июля. 14 июля тут же происходит новолуние, которое тоже приносит новости. Оно запускает новый цикл в теме 9 дома. Все это будет развиваться в ближайшие полгода. То, что высветил Меркурий как проблему или незавершенное дело, получит старт для решения. Новая подача на визу или гражданство, начало нового обучения, поступление в вуз, старт судебного процесса или его новый виток, оформление загранпаспорта. Так как новолуние происходит в знаке Рака, акцент на семью. Вы можете подавать документы на воссоединение семьи, на переезд всей семьей, оформлять гражданство для родителей или детей, получать наследство за границей, свидетельство о рождении ребенка делать. Одновременно Венера в 11 доме делает еще и квадрат к Урану. Это добавляет какой-то внезапный нервный импульс. Через соцсети, друзей может прийти информация, которая будет задевать тему чужих финансов или долгов. Вам могут сообщить то, чего вы не знали о партнере или о совместных финансах. Или друг попросит срочно помочь деньгами, а вы не готовы. Может, вы планировали выходные с друзьями, а вместо этого нужно будет срочно куда-то ехать в другой город, в консульство или к нотариусу, что-то делать. Меркурий и Солнце вскрывают старые вопросы по 9 дому и дают ясность, а новолуние запускает новый цикл, старт дела, поездки, обучение, оформление документов, новости издалека. Венера с Ураном добавляет внезапность и заставляет решать вопросы быстро. Не откладывайте то, что всплывет в эти дни, это шанс закрыть старые какие-то хвосты и начать новый этап в теме границ, закона и дальних горизонтов. 18 июля Уран в Близнецах будет в аспекте удачи к Плутону в Водолее. Это тот самый аспект, которого не было столетиями. При нашей с вами жизни его тоже не было, даже если вам 99 лет. 18 июля включается редчайший гармоничный аспект между двумя мощными планетами. И он будет работать до ноября как поддерживающий коридор и повторится летом следующего года, закрепляя результат. То, что запустится сейчас, это не событие одного дня, а фундамент, который вы будете строить. Это какой-то сдвиг, который будет разворачиваться месяцами. Самое главное, что хороший. Конечно же, такой мощный аспект, такая мощная энергия, мы ее услышим на мировом уровне. Будут какие-то перемены в политике, в конфликтах существующих, какие-то новые витки или что-то, мы узнаем то, чего от нас скрывали. Будут какие-то громкие заявления политические, мировые новости. Но на нас с вами это также повлияет. Уран в Близнецах — это внезапные перемены, которые приходят через информацию, звонки в дороге или через сообщения, через новые технологии, неожиданные контакты и поездки. А Близнецы добавляют сюда скорость и элемент неожиданности. Плутон в Водолее — глубинная трансформация через большие системы, сообщества, друзей, соцсети, крупные компании, через какие-то инновации и разрыв с прошлым. Водолей дает свободу, отрыв от старых обязательств. А аспект между ними — это две мощные энергии, которые не конфликтуют, а свободно перетекают
друг в друга. То есть они обмениваются своими хорошими качествами, поддерживают перемены, эти две планеты. Уран активирует ваш 8-й дом, сектор кредитов, ипотек, долгов, налогов, наследства, страховок, алиментов, любых чужих денег, совместных денег с партнером. Плутон активирует ваш 4-й дом, сектор недвижимости, дома, квартиры, земли, семьи, родителей и вашего родового фундамента. Аспект между ними дает внезапные перемены в финансах, гармонично. Эти финансы могут перестраивать ваш дом, вашу опору. Для кого-то из вас это, конечно же, приобретение недвижимости, это создание семьи, может быть, вы женитесь, выходите замуж, теперь у вас общий бюджет, общие цели. Для кого-то могут быть какие-то проценты от продажи недвижимости. Вы выставляете объект на продажу, получаете сумму выше ожидаемой, право на долю в доме или земле, о котором вы не знали или которое считали потерянным. Для кого-то помощь от родителей, неожиданно крупная сумма на первый взнос, на ремонт. Ремонт, кстати, тоже вы можете затеять. Может быть, возврат налогового вычета, причем быстро и без бюрократических каких-то проволочек. Если вы давно судились с бывшим партнерами за имущество, может прийти неожиданное решение в вашу пользу или то, что вас устроит, какой-то компромисс. Если вы хотели рефинансировать старый какой-то долг, кредит, банк может предложить вам хорошие условия, которые снимут с вас многолетнюю нагрузку. Уран через знак Близнецы дает неожиданный звонок, письмо, новость или какую-то гениальную идею, которая меняет ситуацию. А Плутон в Водолее через 4-й дом трансформирует сам фундамент вашей жизни, место, где вы живете, ваши отношения с вашим родом. Аспект между ними делает этот процесс не разрушительным, а освобождающим. Вы можете буквально переехать в новый дом, который станет вашей крепостью, или закрыть ипотеку, которая висела на вас годами, и почувствовать, что наконец-то вы свободны, выдохните. Или наконец-то вы обретете дом где-то, в какой-то стране, в каком-то городе, и поймете, что все, вы наконец-то нашли свое гнездо, что вы не будете больше переезжать. Аспект запускает не быстрый процесс, он будет поддерживать фоном до ноября и дальше повторится еще летом, закрепит этот результат. Поэтому летом следующего года что-то, что связано с финансами крупными, недвижимостью, выйдет на финальную точку, покажет, к чему вы пришли. Все, что сейчас начинается с теми денег и дома, это не случайность, а часть вообще очень большого освобождения, укрепления вашего фундамента. Задача не отмахиваться от неожиданных предложений, даже если они кажутся фантастикой на первый взгляд. Уран и Плутон вдвоем способны переписать вашу реальность. 20 июля происходит аспект, о котором многие астрологи будут писать, некоторые даже пугать этим аспектом. Мне в мое видео про Юпитер мои зрители писали, почему же вы не сказали про эту оппозицию. Так вот, 20 июля происходит оппозиция между Юпитером в 10 доме и Плутоном в 4 доме гороскопа. Но мало кто говорит о том, что очень классный, мощный, поддерживающий аспект есть в этот день. Это не разрушение оппозиции, это момент выбора между двумя сферами жизни, каждая из которых требует вашего полного присутствия и внимания. С одной стороны, Юпитер в 10 доме толкает вас наверх, начальство вас замечает, предлагает повышение, публичное признание какое-то приходит или серьезный карьерный проект, продвижение. С другой стороны, Плутон в 4 доме давит через дом, семью, ремонт, переезд, проблемы с жильем, которые требуют вашего времени и ваших ресурсов прямо здесь и сейчас. Просто по сути, это как экзамен на вашу способность удержаться на 2 стульях. Удержать и статус, и дом. К примеру, вам предлагают повышение или перевод куда-то, но приходится переезжать в другой город, а семья против. Или вы хотите на новый уровень выйти в бизнесе, дом требует какого-то внимания и ухода от вас. То есть вам дают повышение, но в этот же период вы переезжаете из квартиры в дом. То есть все сразу наваливается. И на работе аврал, и дома что-то там случилось, прорвало трубу, или нужно срочно все бросать, заниматься ремонтом. Или у вас очень много работы, дел, контрактов. Тут же вам нужно решать вопросы с документами на место жительства, подавать на ВНЖ, ПМЖ, что-то продлевать, прописываться. Но тут же в этот день включается спасательная поддержка. Нептун в вашем 6 доме гороскопа дает интуитивный совет от коллеги, от помощника, который поможет разрулить ситуацию. Возможно, он дает человека, который временно возьмет на себя рутину. Или, там, к примеру, найдете какую-то компанию, которая поможет вам с переездом, соберет все вещи и облегчит вам такое вот, освободит время вам. Или вы найдете помощника по дому, или няню для ребенка, потому что вам предлагают хорошую должность, но еще и ребенок требует внимания. А тут очень, очень хороший аспект поддержки. Придет вам помощь, не переживайте. А 21 июля Уран
будет в секстиле к Юпитеру подкидывать неожиданные финансовые решения. Внезапно какая-то сумма придет вам на счет, помощь от партнера, неожиданная премия, которая покроет расходы и снимет напряжение. Или, к примеру, вам муж там говорит о повышении, о крупной сделке, о премии, но нужно переезжать в другой район, хотя только что вы сделали ремонт или освоились в этом, или нужно что-то решать с документами на жилье. Если вы на себя работаете, там крупный заказчик может предложить контракт мечты, но требует жестких дедлайнов там за день-два сделать то, что он просит. А у вас на руках ребенок, родители, переезд, и все требуют вашего внимания. Начальник может поставить вас на важный проект, но в это же время вам звонят из школы и говорят, что нужно срочно забрать ребенка или прийти в школу. То есть может быть такая ситуация, но это не критично, потому что есть очень хорошая поддержка. Аспекты действуют несколько дней, но решение, принятое в эти дни, повлияет на весь ваш год ближайший. День, когда нужно выбрать, что для вас важнее, рост и статус или семья и стабильность. Но так как есть поддерживающие аспекты, выбирать не придется. Вы можете найти какую-то лазейку, какой-то способ не потерять ни одно, ни другое. Потому что придет поддержка от Нептуна и Урана, и они вам помогут найти баланс, если вы не будете зацикливаться на чем-то одном. Просто спокойно примите вызов и ищите какой-то третий компромиссный путь. 22 июля Солнце переходит в знак Лев до 23 августа на целый месяц. Главной темой вашей жизни становится 10-й дом. Все, что касается вашего официального статуса. Для кого-то это смена паспорта, гражданства, получение нового загранпаспорта, замена по возрасту или из того, что вы вышли замуж, женились и поменяли фамилию, и нужно официально менять бумаги. Для кого-то получение ВНЖ, кто-то оформит свидетельство о рождении ребенка, теперь вы официально вписаны как родитель, это тоже новый статус. Регистрация брака или наоборот развод, зафиксированный на бумаге. Любое взаимодействие с госструктурами. Это прописка, выписки, подача документов в ЗАГС, налоговый, пенсионный фонд, оформление ИП или налогового номера для компании. Это ваша должность и карьера, это повышение, это новая запись трудовой, выход на новую работу, публичное какое-то призвание. Это авторитетные люди в вашей жизни, начальник, отец, муж, могут быть новости от них, или через них будет меняться ваш собственный статус. Муж может получить повышение, вы станете, к примеру, женой руководителя, отец оформляет документы, которые касаются всей семьи, начальник дает вам новую должность. Все, что делает вас на ступеньку выше в глазах общества или закрепляет ваше положение официально. Все это будет в фокусе внимания на целый месяц, ваш статус. А уже 23 июля Меркурий развернется в прямое движение в вашем 9-м доме гороскопа. Все, что с конца июня стопорилось, откладывалось, задерживалось в этом секторе, начнет продвигаться. Тут важно понять, что 9-й дом не только самолеты, перелеты, визы, это любой контакт с другими культурами, национальностями, это связь с теми, кто далеко от вас территориально, даже если они ваши родственники и живут, не знаю, где-то в другой стране, но связь с ними была нарушена, тоже может быть, по ретро-Меркурию возобновилась, или кто-то к вам приезжал издалека, или вы ездили куда-то на родину. Меркурий мог давать задержки в быту. Вы, к примеру, несколько раз собирались позвонить родственникам, которые живут в другой стране, то связь оборвалась, то время было неподходящее. Или поездка, не знаю, отменялась. Если вы ждали посылку, перевод какой-то из-за границы, все застревало где-то на полпути, то сейчас может прийти. Кто-то из родных обещал приехать погостить и постоянно переносил даты, или вы сами планировали навестить близких, но никак не могли состыковать билеты, документы, обстоятельства. Вот теперь все это начинает разворачиваться, связь с дальними родственниками может наладиться, вы наконец-то дозвонитесь, получите ответ, узнаете новости, которых ждали, поездка, которая откладывалась, сдвинется с мертвой точки. Если вы оформляли документы, то тоже сейчас могут прийти новости, ответы в этой теме. Вы можете решать какой-то вопрос с человеком из другой страны, культуры, даже не выезжая за границу. Коллега по работе, сосед, с которым никак не могли договориться, не знаю, или вы покупали что-то из другой страны в интернет-магазине, заказ где-то завис на таможне или на складе. Может, вы общались с иностранным специалистом, консультантом, врачом, переписки прерывались. Сейчас контакт может наладиться. Если вы ждали каких-то новостей из-за границы, или, может быть, вы не знали дату вылета своего, не могли спланировать свою поездку, то сейчас может быть приобретение билетов, поездка. Если раньше связь давала сбой, теперь все задержки уходят. Звонки, письма, посылки, поездки, новости
от людей из других стран, все это начнет продвигаться вперед. Если вы работали с клиентами из разных стран, сейчас может возобновиться опять работа. Или если на международной компании работали, может, вы были в отпуске, сейчас опять выходите на работу. Все, задержек больше не будет 23 июля. 27 июля Солнце в вашем 10-м доме гороскопа находится, оно будет в оппозиции к Плутону в 4-м доме. День, когда ваш карьерный рост, статус, публичная роль сталкиваются с каким-то давлением из дома или семьи. Солнце, такая же оппозиция была до этого у Юпитера с Плутоном, сейчас у Солнца с Плутоном. Вам могут предложить повышение, но нужно переезжать в другой город. Или начальник ставит важное совещание именно в тот день, когда у вас, не знаю, у ребенка выпускной, экзамен, и вам приходится разрываться. Или вы выходите на работу после декрета, а муж давит, что нужно сидеть дома, он будет зарабатывать. Или вы будете чувствовать, что обязаны работать, тащить семью, а внутри уже полное истощение, желание все бросить. Может скрыться старый конфликт с начальством. Плутон — это жесткий контроль и манипуляции. Кто-то из авторитетных фигур попытается вас продавить, поставить ультиматум или напомнить о ваших обязанностях, может быть, даже в семье. Если вы сами занимаете руководящую должность, в этот день подчиненные или партнеры могут взбунтоваться, и вам придется показать свою власть. В недвижимости могут быть какие-то препятствия. Вы захотите продать квартиру, а покупатель в последний момент выдвигает невыполнимые условия, или арендодатель внезапно поднимает плату. Если вы делаете ремонт, может скрыться скрытая проблема. Проводка, трубы, плесень, и потребует срочно вкладывать деньги. Не пытайтесь доказать свою правоту криком или ультиматумом в этот день. Плутон в оппозиции силен, и любое давление вернется к вам бумерангом. Если вас вынуждают выбирать между карьерой и домом, не выбирайте сгоряча именно в этот день. Скажите, что вам нужно подумать, дайте себе пару дней. Этот день не для побед, а для того, чтобы увидеть, где именно ваша личная власть упирается в чужие границы. А уже через пару дней или на следующий день, когда эмоции улягутся, вы поймете, как действительно дальше действовать без скандала. До 29 июля лучше возьмите себе время подумать. 29 июля происходит самое мощное астрологическое событие года, которое исполняет желание. Соединение Солнца с Юпитером в вашем 10-м доме гороскопа. Вот тут прямо пометьте себе календарем, поставьте себе напоминание. В этот день, это лучший день ближайшего года, даже, я бы сказала, 12-летия, потому что соединение происходит в щедром знаке Льва. Там, где Солнце само правит и руководит этим знаком, оно еще раздает хорошую энергию Юпитера, который увеличивает эту щедрость. Самая мощная дата, не просто июля, всего года. Солнце еще и встречается в вашем 10-м доме. Это высшая точка, это жизненное предназначение, это ваши цели. Такой аспект запускает годовой цикл исполнения желаний. Он из самых щедрых, великодушных вообще аспектов всей астрологии, вообще бриллиантовая дата для того, чтобы вы прописывали свои желания, свои цели, мечты, лучший день, чтобы вы делали карту желаний. Обязательно приобретайте, стоимость $9. Я оставлю в закрепленном комментарии ссылку, но зато вы не просто так сделаете карту желаний, а правильно, чтобы все сбывалось в каждом секторе. Как прописывать, каким цветом, все. И, кстати, я забыла сказать, там я в подарок для вас оставила практику на исполнение желаний. 10-й дом — это ваше положение в обществе, это должность, репутация, авторитет, любые официальные статусы и документы, отношения с государством, начальством. Может быть, новости о муже, о покровителе, об авторитетном человеке. Юпитер дает расширение и подарки, а Солнце управляет знаком Льва. Это свет, это энергия, это право на счастье. Вместе они способны принести события, которые поставят вас на ступень выше. Может быть, вам предлагают новую должность или проект, о котором вы и мечтать не могли. Ваш бизнес или профессиональная деятельность получают очень мощный толчок, продвижение, узнаваемость или какую-то мощную поддержку от авторитетных людей, структур. Может решаться вопрос с гражданством, с ВНЖ, с официальным разрешением на работу. Для кого-то это может быть предложение руки и сердца, свадьба. Может прийти известие о награде, о звании, дипломе, сертификате, выигрыш в каком-то конкурсе престижном. Может быть предложение руки и сердца, как я уже сказала, официальная регистрация брака. Потому что 10-й дом — это официально что-то, да? Когда вы меняете свой статус. Новость о беременности, рождении ребенка, или вы узнаете, что у вас внук родится, это тоже новый статус. Повышение вашего семейного статуса. Если вы ждали повышения мужа, отца или начальника, может состояться именно сейчас. К примеру, ваше начальство повышают, и теперь вы на его должность становитесь. Вообще супер аспект.
И это, кстати, отразится на вашем положении тоже. То есть если у кого-то статус меняется в вашей семье, какого-то авторитетного лица, то есть это влияет и на вас. Деньги тоже приходят через статус и авторитетных людей. Премия, наследство, государственная выплата, подарок от мужа. Лев очень щедрый на подарки, поэтому вы можете получить что-то очень ценное: технику, украшения, машину, оплату поездки или даже помощь с жильем, какой-то крупный подарок. Обязательно делитесь, скорпионы, что вас будет просить в конце июля. Это какая-то, может быть, очень крупная сделка, выгодный контракт, подписанный договор. Обязательно нужно в хорошем настроении делать карту желаний в этот день, верить в чудо и обязательно прописать свои намерения. Самая бриллиантовая дата, которая запускает волну удачи и исполнения желаний на целый год. И не пытайтесь просчитывать логикой, а как именно исполнится ваша мечта. Юпитер найдет путь, который вас удивит. Ваша задача просто правильно прописать свои цели, свои мечты, правильно загадать. Не упустить этот самый счастливый годовой цикл в вашей жизни, потому что это еще и в 10-м доме статуса, повышения положения. Обязательно используйте этот день правильно, скорпионы. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И я желаю вам очень удачного, счастливого и финансово успешного месяца, дорогие скорпионы.